Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать всех новичков, а также подписчиков своего канала. Девчат, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы. Это безумно приятно, вы себе не представляете. Каким-то образом классно читать ваши отзывы. Я сегодня к вам с новым узором. Вы, естественно, опять же, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик для того, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Ниточки у меня сегодня Yarn Art Baby, вы уже про них знаете. Это стопроцентный акрил. Так. Моточки у меня небольшие, 50 грамм, 150 метров. Но есть и большие моточки по 100 грамм, 300 метров. Это те же самые ниточки. Так, что нам требуют, говорят, рекомендуют производители. Крючок 3,5 миллиметра. Мы берем крючок 3,5 миллиметра. Таким вот образом. Класс. Ну что, свяжем? Итак, узор я хочу показать из двух цветов. Но его можно вязать, естественно, вы же сами понимаете, из одного цвета, из трех цветов. На любое ваше пожелание. Вы мастера, вы художники, как вы видите, так вы делаете. Итак, я делаю образцы небольшие, вы знаете, да? Это буквально в районе 30 петелек. У нас сегодня будет раппорт состоять из 6 петелек. И набирать мы будем 33 петли, чтобы красивый узор лег. Угу. Итак, берем желтенькую ниточку, фиксируем и набираем 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот он, наш образец. Так. Хотелось вам сказать, что у меня в описании есть ссылочка на мой инстаграм. Заглядывайте. Угу. Давайте будем дружить и там. И я очень хочу провести с вами эфир. И пусть это будет в инстаграме. Договорились? Давайте. Итак, продолжаем. Вот наша цепочка из 33 воздушных петелек. Делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Далее от крючка считаем 5-ю петельку. Секундочку, настрою свет немножко. 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. И в нее вяжем столбик с накидом. Есть. 1 и 2. У нас получилось 2 столбика с накидом. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. При этом мы здесь пропускаем 5 петелек цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую мы делаем столбик с накидом. Кому пока все равно неудобно, вяжите первый ряд столбиками с накидом. Полностью столбиками с накидом вам будет так проще. Угу. Что делаем дальше? Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. И сюда же делаем опять столбик с накидом. Мы получаем вот такую вот рогатку. Угу. Дальше 3 опять воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Сейчас подтяну ниточку. И пропускаем точно так же. Вот наша цепочка. Пропускаем опять 5 столбиков, 5 петелечек. И в шестой вяжем такую же самую рогатку. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петельку вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же опять столбик с накидом. Понятно? И вот таким образом до конца ряда. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А в цепочке пропускаем 5 воздушных петелек. И в шестую рогатку. И так далее. Давайте, несложный ряд. Вы обязательно справитесь, я вас верю. Встретимся в конце ряда. Так, смотрите, вот наша дорожка с такими вот рогаточками, да. 2 столбика у нас такие кромочные. Рогатка, 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 рогатка. И опять 2 столбика кромочные. Да? То есть мы начинаем и заканчиваем одинаково. Но смотрите, один столбик-то я провязала, а второй я провязала не до конца. Почему? Объясняю. Я хочу здесь ввести новый цвет. В моем случае я хочу ввести вот такой вот сиреневый. Вы можете продолжать этим же цветом, другим цветом, ну каким угодно. То есть я показываю, как мы вводим новый цвет, кто не знает. То есть последние 2 петельки столбика мы провязываем новой ниточкой. Так? И дальше 3 воздушные петельки подъема. 1, 2,
3. Подтянули желтенькую, подтянули сиреневенькую, поворот. Следующий столбик, он же у нас кромочный, мы делаем опять столбик с накидом, то есть у нас вот краешки будут одинаковые, все время состоять из двух столбиков с накидом. Что делаем дальше? Дальше будьте внимательны, сейчас я подготовлю так вот ниточки, чтобы вы не запутались, потому что классный получается эффект, но нужно не запутаться. Итак, смотрите, мы с вами здесь делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид. Видите вот эту арочку, рогаточку, так? И мы будем вязать с вами, хватаясь вот за эту ножку, потом вот за эту ножку. То есть не за верхушку, как все время мы делаем, а за ножку. Следите за крючком внимательно. Вводим крючок вот так вот в ножку, поворачиваем для удобства и провязываем вот на этой ножке 5 столбиков с накидом. Вяжем 1, 2, 3, 4 и 5. Так, то есть первую ножку мы обвязали. Вот видите, вот наша дорожка с нашими рогаточками. Вот мы первую ножку обвязали. Есть. Теперь переходим ко второй ножке. Верхушку опять же мы не трогаем. Вот наша вторая ножка, мы ее хватаем, чтобы не потерять. И вот таким вот образом провязываем опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Поняли? Видите? У нас все время, когда сколько мы вязали, веерочки все время сверху, да? А тут у нас получился веерочек снизу. Ну не класс? Класс. Идем дальше. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переходим к следующей нашей рогатке. Помните, да? Мы вяжем за ножки. Ножка и ножка. Итак, схватили первую ножку. Понятно, да? Пытаюсь показать медленно. И точно так же провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вы пока просто повторяйте, потом увидите, как у вас получилось классно. Ножка готова? Готова. Вот видите, вот наша дорожка. Вот наша дорожка. Вот дорожка. Вот мы провязали первую ножку рогатки. Беремся за вторую. Схватили ее. И, чтобы не запутаться, оп. И опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, гляньте. Вот у нас опять веерочек смотрит вниз. Ну, класс. Класс. Точно так же опять 3 воздушные петельки, ножка 5 столбиков, ножка 5 столбиков. 3 воздушные петельки, ножка 5 столбиков, ножка 5 столбиков, естественно, с накидом, да? 3 воздушные петельки, 2 кромочные. Гляньте, какие вы уже специалисты. Сами справитесь. Я надеюсь, справитесь. Если что, перематывайте назад, либо уменьшайте скорость, да, у вас обязательно получится. Давайте встретимся в конце ряда. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. Так, пока немножко непонятно ничего, но продолжаем. Итак, смотрите, я провязала до конца, да, и у нас получается начало и конец это 2 кромочных столбика с накидом. Но последний столбик я провязываю не до конца, потому что я хочу добавить желтую ниточку. Опять же, и для красоты, и я сейчас объясню, вам будет понятно особенность следующего ряда. Итак, здесь я желтенькую ниточку убираю, а сюда, получается, я ее присоединяю. Точно так же, две последние петельки столбика я провязываю новой ниточкой. 1 и 3 петли подъема. 1, 2, 3. Подтянули сиреневенькую ниточку, подтянули желтенькую ниточку, поворот. Убираем сиреневую, чтобы не запутать вас. Ряд данный будет очень интересный.
Делаем опять столбик с накида, потому что мы договаривались, у нас 2 крайних столбика кромочные. Дальше 1 воздушная петелька, накид. И здесь будьте внимательны. Мы будем вязать не в сиреневом ряду, так, а в желтом. То есть мы сиреневый убираем, сами будем вязать именно за желтую ниточку цепляться. Итак, вот у нас с вами идет первая вот такая вот арочка желтой цепочки. Мы будем работать с ней. Накид. Мы должны будем вот в эту непосредственно арку провязать рогатку. Но наша с вами задача провязать не просто так, а наша с вами задача захватить еще и вот эту вот крайнюю, так скажем, вот эту крайнюю цепочку сиреневую. Понятно? То есть захватили все вместе и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки и сюда же опять столбик с накидом. Сейчас вы поймете. Так, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот у нас между столбиками получается вот такая вот рогаточка, арочка из желтых воздушных петелек. В нее, вот в эту вот арочку, мы опускаемся, вытягиваем ниточку, подтягиваем, но не провязываем. Считаем. 1. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Накид сюда же 4. Накид сюда же 5. Накид сюда же 6. И только потом мы все вместе это провязываем. Так. И обязательно фиксируем. Помните, да? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И опять мы хватаем нашу, получается, желтую вот эту вот арочку. Но обязательно захватываем с сиреневым вот эту же арочкой из воздушных петелек. Так будет красивее. И зафиксировали, получается. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. Вот. Арка, шишечка, арка. И точно так же 3 воздушные петельки. И следующая у нас будет арочка состоять из, видите, столбики. Между ними воздушные петелечки. И мы сюда делаем шишечку, бубочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все петельки до конца вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И так далее. Понятно? Ничего сложного. Смотрите, что у нас получается. Опа. Класс. Давайте дойдем до конца ряда и встречаемся. Договорились? Несложно. Давайте. Так, смотрите, довязали до конца. Да? Получается, крайние кромочные. Не забудьте здесь, естественно, сделать последнюю арочку, такую вот рогаточку, и воздушная петля, и последние 2 кромочные. И здесь я опять хочу добавить новый цвет. Ну, повторить, так скажем, мой сиреневый цвет. То есть последние 2 столбика мы не провязываем. Ну, вернее, провязываем, но не до конца. Сиреневую ниточку убираю отсюда, присоединяю сюда. Итак. Последние 2 петельки провязали новой ниточкой. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Подтянули желтую, сиреневенькую подтянули. И поворот. Теперь сюда же следующий столбик. Наши кромочные столбики. 2 столбика с накидом. А теперь внимательно. Сделали 1 воздушную петельку. Накид. Опять, помните наша рогаточка? Вот. Хватаемся за первую ножку. Первая ножка. И вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Есть. Так, вот оно наше вязание, чтобы не запутались. Вот оно. Так, и вот она первая ножка, которую мы с вами провязали. Вот вторая ножка. Хватаемся за нее, поворачиваем для себя удобно вязание. Держим ножку и еще 5 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4, 5. Понятно? Вот такая красота. Что делаем дальше? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. То есть сейчас мы повторяем вот наш первый ряд, да? То есть мы просто немножко сместили вот эти вот веерочки. Накид. Полностью перескакиваем нашу шишечку с воздушными петельками и доходим до рогатки. Видите, рогатка. Одна раз ножка, два ножка. Хватаем первую ножку, так, и точно так же в нее провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Есть? Есть. Теперь вот она наша первая ножка нашей рогатки. За вторую ножку точно так же цепляемся, поворачиваем, нам удобно вязание, накид, и провязываем эту ножку опять 5 столбиками с накидом. Раз. Секундочку. 2, 3, 4 и 5. Так, смотрите, какая получается красота, да? Вот такой вот как бы лепесточек, и там сердцевиночка, лепесточек, сердцевиночка. Класс! Давайте, я думаю, у вас точно так же классно получается. Самостоятельно до конца ряда. Так, заканчиваем одной воздушной петелькой и 2 кромочными столбиками. Супер! Встретимся в конце ряда. Итак, закончили, получается, ряд. Вот такая вот красота получается. Не забыли сделать после веерочка воздушную петельку и 2 кромочные, да? И видите, я опять провязываю последний столбик не до конца, потому что я буду добавлять желтую ниточку. Здесь я ее убираю, а здесь я ее добавляю. Итак, последние 2 петельки столбика. Раз, ввели ниточку, провязали 3 петельки подъема. Раз, два, три. Сиреневая, желтая, поворот. И опять второй кромочный столбик провязываем столбиком с накидом. Есть. А теперь смотрите внимательно. Видите, у нас опять мы будем вязать по желтой ниточке. Так, здесь мы, получается, должны будем с вами сделать 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сразу же шагнуть вот сюда, чтобы делать бубочку-шишечку. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все вместе сразу же одной петлей затянули, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И помним, да, что мы, получается, вот эту вот желтую цепочку нашу провязываем вместе с сиреневым. То есть зафиксируем сиреневую, так скажем, вместе с желтой. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. Получилась у нас рогатка. Опять 3 воздушные петельки, накид. И вот получается между вот этими вот столбиками, да, вот это вот наша арочка, в нее опять делаем бубочку. То есть точно так же, как в предыдущем ряду с бубочками. Так, 3, 4, 5, 6. Все вместе, секундочку, одной петлей, сейчас я ее поймаю, провязали вот так вот и зафиксировали. 3 воздушные петельки, раз, два, три и так далее. Понятно? Рогатка, бубочка, рогатка, бубочка и так далее. Угу. Посмотрите просто, какая получается красота. Да? Давайте. Итак, самостоятельно возвращаетесь желтой ниточкой, а потом опять повторяете сиреневую ниточку, как в первом ряду. Договорились?
Давайте желто-сиреневое, желто-сиреневое, желто-сиреневое. Вырастим наш узор и потом посмотрим, что получается. Договорились? Я надеюсь, у вас все получится. Давайте. Итак, девчат, смотрите, провязала несколько рядочков, да. Хочу, конечно, сказать, что данные бубочки, да, и верочки, вот эти вот верочки, чешуйки, кстати, чешуйки, решила назвать золотая рыбка. Будет узорчик золотая рыбка. В общем, в чем суть? Они съедают много пряжи. Вы когда запланируете что-либо вязать, вы это учтите, хорошо? Изнаночка, гляньте. Ой, ниточка оторвалась. Шикарная, аккуратная. И что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что когда вы будете набирать непосредственно начало ряда, так, то нужно будет набирать эластичным набором. Знаете, что такое эластичный набор? Если что, отметьте комментариями. Если вы не знаете, я вам покажу. Если знаете, то, конечно, классно. Потому что сам узор, получается, придает объем, да? И основание, видите, немножечко такое узенькое. Раз. Второе. Я вижу данный узор очень классный. В чем? В шали. Смотрите. Он, получается, увеличивается автоматически. И вы здесь каждый раз, у вас было желание немножечко его увеличить, верно? Вот. Я думаю, что в дальнейшем можно будет классно сделать, взять ниточки для шали, да, так скажем, и классно этот узор показать именно в шали. Ну, гляньте, золотая рыбка ж объемненький, аккуратненький, классненький. Супер. Кофточка, да, резиночка, манжетики, кофточка. Класс. Идей, конечно, появляется сразу много. Пишите, какие у вас идеи появились. Наверняка что-нибудь с Новым годом связано, с карнавалами. Класс. Итак, я надеюсь, вам понравилось, вы попробовали. И обязательно ставьте лайки, обязательно комментируйте, обязательно подписывайтесь, потому что впереди много новых интересных видео. И нажимайте на колокольчик. Договорились? До следующих видео. Всем пока-пока.